Россия меняет тактику обстрелов, а Евросоюз запрещает ее алмазы. Польша готовит ответ на агрессию Кремля, а фермеры снова выходят на границу с Украиной. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нефта» самые важные и интересные новости. Израиль не взял на себя ответственность за ликвидацию заместителя лидера Хамас в Бейруте. Станет ли это причиной обострения отношений между Ливаном и Израилем? Цахал находится в высокой степени готовности на всех аренах – в обороне и в наступлении. Мы находимся в высокой степени готовности к любому сценарию. Норвегия и Дания будут учить украинских пилотов вместе. Время, когда можно было рассчитывать на международное право, пусть тоже достаточно эфемерно и условно, окончательно уходит. Нападение на главного оппозиционера Южной Кореи. Разморозка противостояния с северным соседом началась. Подозревается повреждение яревной вены. По словам медицинского персонала, есть опасения дальнейшего массового кровотечения. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии под всеми нашими видео. Это очень важно, ведь YouTube расценивает любую реакцию и показывает это видео большему количеству людей. Поехали. Россия меняет тактику нанесения ударов по Украине, пишет об этом британская разведка. Сейчас, по сравнению с прошлым годом, основное внимание Россия уделяет не украинской энергетике, а оборонно-промышленному комплексу. Последние удары, скорее всего, были направлены в первую очередь по оборонной промышленности Украины. Это контрастирует с его обширными атаками прошлой зимой, которые в первую очередь были направлены на энергетическую инфраструктуру Украины. Таким образом, по мнению аналитиков, Россия как бы признает важность украинского ОПК, а также то, что российский генштаб готовится к затяжной войне. Хотя, к примеру, во время последней атаки была повреждена фабрика производства военной одежды в Киеве. Пресс-служба фабрики написала об этом в Facebook, насколько это было важно. Ну и помощь от партнеров Украины тоже продолжает приходить. Например, Норвегия отправляет несколько F-16 в Данию для того, чтобы учить там украинских пилотов. К тому же они уже отправили туда 10 инструкторов. Норвегия и другие страны, они, в общем-то, приходит понимание того, что время, когда можно было рассчитывать на международное право, пусть тоже достаточно эфемерно и условно, окончательно уходит. Я не думаю, что этот процесс пойдет очень быстро в отношении, например, с Южной Кореей, поскольку все-таки там другие вещи еще есть. Есть отношения с Россией свои, есть угроза со стороны Северной Кореи, есть отношения с Китайской Народной Республикой. То есть все это не такой нелинейный процесс, но он идет именно из-за того, что пришло понимание необходимости изменения принципов в связи с угрозой со стороны Российской Федерации, как страны, которая игнорирует международное право и ведет откровенно геноцидную войну против Украины, так и потому, что следующей жертвой может стать кто угодно. Отвечать на российскую агрессию на понятном Путину языке собирается глава польского министерства иностранных дел. Во всяком случае, так он написал в Твиттер. Мы должны ответить на последнюю атаку на Украину ужесточением санкций и предоставлением Киеву ракет большей дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры. Такая реакция возникла после нескольких дней российских массированных атак по территории Украины. Раньше подобную позицию высказывала президент Зузанна Чапутова, которая, комментируя атаку россиян по территории Украины 2 января, подчеркнула важность продолжения помощи.
Польские фермеры тем временем снова грозятся заблокировать украинскую границу, по крайней мере пункт пропуска Медыка-Шегини, если не получат письменного подтверждения выполнения своих требований. Мы хотим получить такие заверения в письменной форме, и я буду обсуждать с заместителем министра сельского хозяйства Стефаном Краевским. Для нас важно, чтобы мы получили письменное заверение, что наши требования будут выполнены. Если министр не может дать такого заверения, пусть это напишет премьер-министр. Фермеры требуют возвращения субсидий на кукурузу, увеличения суммы ликвидных кредитов для себя и сохранения сельскохозяйственного налога на уровне прошлого года. Если переговоры не принесут результатов, пункт пропуска будет снова заблокирован. Евросоюз вводит запрет на российские алмазы. Дополнительные санкции вводятся против крупнейшей российской алмазодобывающей компании «Алроса» и ее генерального директора Павла Мариничева. На самом деле компания принадлежит российскому государству, и на нее приходится более 90% всей российской добычи алмазов. Запрет на российские алмазы является частью усилий G7 по разработке международно скоординированного запрета на импорт алмазов, целью которого является лишить Россию этого важного источника доходов. В Евросоюзе действует полный запрет на прямой импорт российских непромышленных природных и синтетических алмазов и на ювелирные украшения. В результате атаки беспилотника в ливанском Бейруте убит заместитель лидера Хамас Салех Аль-Арури и еще несколько боевиков. Это самый высокопоставленный представитель Хамас, которого удалось ликвидировать, скорее всего, силам обороны Израиля с 7 октября. Но такая атака выводит конфликт за границы Израиля и Палестины, и об этом забеспокоились в ООН. Я думаю, что это только подчеркивает то, о чем только что говорил генеральный секретарь, об опасности распространения этого конфликта на весь регион. Хотя у нас нет всех деталей, и мы не знаем, пока не знаем всех фактов, мы знаем, что генеральный секретарь призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и предпринять срочные шаги для деэскалации напряжения в регионе. Он очень четко сказал, что продолжение боевых действий чревато серьезными просчетами со стороны различных сторон. И, к сожалению, именно это мы наблюдаем в разных частях региона. Поэтому мы вновь обращаемся ко всем членам международного сообщества с призывом сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации ситуации в этом регионе. Израиль официально не взял на себя ответственность за атаку в Бейруте, об этом особенно подчеркнул помощник премьер-министра страны. Кто бы это ни сделал, должно быть ясно, что это не было нападением на ливанское государство. Кто бы это ни сделал, нанес хирургический удар по руководству Хамас. Не обращая внимания на общее негодование, представитель Цахал заявляет, что они готовы двигаться вперед к целям всей операции. Цахал находится в высокой степени готовности на всех аренах, в обороне и в наступлении. Мы находимся в высокой степени готовности к любому сценарию. Самое главное, что я хочу вам сказать этим вечером, это то, что мы сосредоточены и не теряем концентрации в борьбе с Хамас. На главного оппозиционера Южной Кореи совершено нападение. Ли Чжэ-мён был в Пусане, на юго-востоке страны, беседовал с журналистами после визита в строящийся аэропорт и получил удар в шею. Нападавшего задержали, сразу политика доставили в больницу в сознании. Подозревается повреждение яремной вены. По словам медицинского персонала, есть опасения дальнейшего массового кровотечения. На помощь пострадавшим от землетрясения в Японии отправлены 2000 солдат, говорит премьер-министр страны. Правительство будет делать все возможное и как можно быстрее, чтобы помочь тем, кто находится в зоне бедствия. С момента землетрясения прошло более 40 часов. Сейчас идет гонка со временем, чтобы спасти жизни и спасти выживших. Это решающий момент. Мы увеличили численность личного состава сил самообороны с 1000 до 2000 человек. И не только это. Более 2000 пожарных и более 700 полицейских также собираются со всей страны. Кисида также говорит, что пострадавшие муниципалитеты просят предоставить им больше собак-спасателей, быстро восстановить разрушенные дороги, а также запастись водой, одеялами и другими предметами первой необходимости.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших лайков, репостов и, конечно же, комментариев. Хочу знать все, что вы думаете, и не забывайте подписаться на наш канал. На этом все, до встречи и хороших вам новостей.